Друзья, сегодня я с вами поделюсь вкуснейшим рецептом фаршированных грибов на мангале. Это будут шампиньоны. Смотрите, насколько же это классно. Помчали готовить. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Ранчо у Санчо. У меня на канале есть видео, где я приготовил грибы-шампиньоны на углях, замариновал их, было очень вкусно. И вы в комментариях мне написали, это вкусно, это классно, грибы огонь. В общем, давай побольше рецептов грибов на углях. Так вот, сегодня я приготовлю шампиньоны, фаршированные мясной начинкой. Это будет очень вкусно. Это будет обалденное, сочное, вкусное блюдо. Так вот, это блюдо можно подать как дополнение к какому-то мясному блюду, к гарниру. Также оно может быть самостоятельное блюдо на столе. Даже на праздничном. Да и вообще это очень классное блюдо. Готовьте вместе со мной. Я делюсь с вами рецептом вкусных грибов на углях. Помчали! Первым делом берем мясную начинку. Это будет свино-говяжий фарш. Сюда мы будем добавлять чеснок, пропущенный через пресс. На одну подложку я добавляю 4 зубчика чеснока. Теперь я нарежу сюда лук в фарш. Нарезаем будем мелким кубиком. Отправляем его в фарш. Теперь натрем сыр. Добавляю сюда 100 грамм сыра на одну подложку фарша. Друзья, такая пушка получится. Так, теперь добавляем соль. Можно сюда добавить немного ваших любимых специй. Я добавлю вот сюда приправу для мяса. И все это поперчим. А теперь это все перемешиваем. Мне кажется, вот оно уже самостоятельное блюдо получилось. Теперь подготовим грибы. Берите большого крупного размера, чтобы сюда поместилась вся начинка. Наша задача аккуратно выломать отсюда ножку. Можете себе потом, в принципе, ножом помочь подрезать внутри. Вот так вот достаем ножку. То есть, чтобы здесь было место, куда можно положить начинку. Вообще, они бывает легко достаются. О, все. Ножки не выбрасывайте, из них можно будет сделать тоже какое-нибудь вкусное блюдо, добавить в картошечку, пожарить. Будет очень вкусно. Все, и вот так вот все грибы и делаем. А теперь прекрасные грибочки накладываем начинку. Туда немного можно утрамбовать и сделать так, чтобы это было вровень. Все. Вот такой вот грибочек должен и получиться у вас. А теперь нанизываем грибочки, вот эти вот фаршированные, обалденные, на шампура. Подбирайте, чтобы они приблизительно были одного размера. То есть будем насаживать фарш к фаршу. Берем и аккуратно по центру, аккуратненько прокалываем, потому что гриб может лопнуть. Вот так вот у вас тоже должно получиться. Более мелкие насаживаем на шампура потоньше. И, кстати, хотел рассказать историю одну, очень-очень-очень забавную. В общем, есть у меня очень один хороший дружбан. Ты смотришь этот канал, я знаю. В общем, он тоже любитель приготовить шампиньоны на углях.
В прямом смысле слова на углях. Короче, есть два способа приготовить грибы. Первый — это вот так вот на шампурах. Минус какой? Когда насаживаете, может гриб лопнуть. Поэтому аккуратненько насаживайте. Либо должны быть шампура достаточно острые, либо медленно насаживать, чтобы гриб не лопнул. Ну, либо второй вариант — это на решетке. Выложить на решетку, все, закрыть, это все пожарить. Ну вот и дружбан пожарил. Дело-то было на юге. В общем, когда он мне рассказал эту историю, я больше решеткой вместе с грибами не пользуюсь. Положил он вот грибочки. Все классно, положил. Грибочки, когда начали поджариваться, они стали очень мягкие. Ну и у него пришла пора перевернуть. Ну, в общем, вот такое вот движение, хлоп, ну, как ты мне и рассказывал. Ой, я смеялся долго. Хлоп, и вот грибы получились на углях. В прямом смысле слова, все грибы, они упали на угли. Ну и вот поэтому с тех пор я делаю только на шампурах. Вот таких 3 великолепных шампурика у нас получилось. А теперь нужно будет немного замариновать грибы. Для этого берем небольшую тару, добавляем сюда чуть-чуть подсолнечного масла, грамм 30, нам буквально вот чуть-чуть их замариновать. Копченая паприка, добавляем сюда хмели сунели, чуть-чуть добавим соли и черного молотого перца. Чуть-чуть еще добавлю подсолнечного масла, чтобы обмазочки побольше получилось. Все это хорошо перемешиваем. Со всех сторон сейчас обмажем. Друзья, пока снимали видео, пока это все делали, пошел крупнейший град. Вот такой вот большой град. Весенний град у нас идет. Мы спрятались под навесом и пережидаем. Ветер и дождь у нас утих, поэтому отправляем теперь это все на угли. Друзья, угли должны быть не сильно жаркие, то есть должны покрыться пеплом, должно на умеренном жаре это пожариться. И не забывайте почаще крутить. Посмотрите, насколько они же уже приобретают румяный, красивый цвет. Запах стоит просто шик. Друзья, вот и грибочки подоспели. Теперь просто аккуратно это все снимаем. А теперь украсим зеленью. Ну, посмотрите, не лепотали. Ну, а теперь момент дегустации. Посмотрите. Сок, как всегда, полно. Ну, а теперь я наслажусь этим вкусным грибочком. Гриб приготовился. Зеленушка в конце придает аромат такой, немного зелени. Они в меру островатенькие получились. Внутри фарш с сыром. Друзья, это очень вкусно. Друзья, готовьте вместе с нами по нашим рецептам. Подписывайтесь на канал, пишите нам комментарии. Ну а я с вами попрощаюсь. До новых встреч, до новых рецептов. Пока.